Я приветствую вас, представители знака зодиака Весы. Таро расклад. Судьба находит выход. Пасьянс, Таро прогноз, события до конца января. Давайте узнаем, что же нам подскажут карты для вашего знака зодиака. У нас сегодня цыганский пасьянс, старинный. У меня он много лет, несколько десятилетий. Вот так хорошо сохранился. Мне его когда-то подарила мама. И больше эти карты именно событийный ряд нам рассказывают, а карты Таро нам дополнят в виде нашего эмоционального восприятия или тех событий, с которыми мы столкнемся, энергии, или что нас удивит, к примеру, мы спросим, что важно знать или к чему все идет, несколько раскроем ту общую историю, которую нам будет прорисовывать или раскрывать карты пасьянса. Будем реалистами, конечно. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но, надеюсь, искренне мы с вами проведем приятное время, и подсказки все равно получите какие-то. Может быть, пазл какой-то в вашей жизни сложится. Ведь не секрет, когда мы смотрим общие расклады, прогнозы, каждый из нас думает о чем-то своем, потому что каждый из нас какие-то цели, перед собой свои опять же ставит. Итак, судьба находит выход. Какой же этот выход? Или каковы события до конца января? Что для вас прояснится, возможно. Смотрим, и первая карта. Вам могло что-то не нравиться. По крайней мере, вы смотрите в зависимости от того, когда вы смотрите. Если буквально, это где-то, может быть, 10 числа еще. У вас могут проигрываться такие энергии, когда вы с чем-то либо не согласны, либо вы испытываете разочарование по какому-то поводу. Вы словно входите во вторую половину января вот в таких энергиях. Или вы с чем-то не согласны. Может быть, вы столкнулись, с одной стороны, какая-то нечестность. Или когда вы просчитывали для себя какие-то обстоятельства, или вы уже составили какие-то планы, и здесь тоже пришлось корректировать. Нож, почему я так говорю, да? Мы готовы с кем-то спорить или отстаивать свои позиции. Мы именно не согласны с тем, что мы имеем. Понятно, что это у каждого в своей сфере жизни проиграется. Для кого-то из вас конкретно проиграется несогласие по части личной жизни. Видимо, какая-то история, которая развивается не совсем так, как вам бы хотелось. Разбитое сердце можно и так просчитать для кого-то из вас. Возможно, это появление человека в вашей жизни, с кем была связана прежняя история и последующее разочарование. И я должна сказать, что как раз до конца января в нашу жизнь могут возвращаться люди из прошлого. И, может быть, вот такой персонаж возвращается, какая-то история. Может быть, и человек, кстати, возвращается с самыми дружелюбными намерениями. Но у вас, мои дорогие весы, ваши ощущения могут быть «я никому не верю». Или «я тебе, вот конкретному персонажу». Вы не верите, потому что имеете основания не верить. Где-то разбитое сердце может проигрываться, как или какая-то другая была прежняя история со знаком минус, и она наложила на вас вот такое вето, когда вы, какую-то недоверчивую позицию занимаете, или по конкретному человеку была не самая радостная история, и вы ему не верите, а тем не менее человек может вернуться. Вы можете находиться в таких энергиях. Или вам что-то напомнит. Это выпадает как в первом квадрате, поэтому я говорю, это где-то на начало. Давайте будем видеть. Вы как будто можете просто ожидать подвоха. Вот такое настроение где-то. Или подобные какие-то ситуации для вас не прояснены. И тогда вы тоже можете быть попросту напряжены. Вы ждете, что что ты еще мне скажешь или что еще последует. И тем не менее, а ведь правда, тут у кого-то могут быть отношения прочные.
если мы берем личную жизнь, потому что в контексте как раз сердце и якорь, какие-то отношения, которые могут продолжаться. Или и даже, я допускаю, меня смотрят люди, и у каждого своя личная история. Но, может быть, союз распался, а есть еще дети, нерешенные вопросы по части денег, имущества или еще каких-то контактов. Вам нужно еще привести что-либо к знаменателю, и контакты должны продолжаться, значит, как минимум, ну, дружба или общение, оно тоже предполагается к продолжению, и поэтому по якорю вы как раз умеете либо договориться, либо общую точку какую-то новую отсчета в ваших отношениях тоже создать. Якорь, тем не менее, кто-то может помириться, мои дорогие, конкретно с человеком из прошлого. Вы можете ожидать какой-то документ, кстати, получение важной бумаги. Или это само по себе, как письмо какое-то приходит. У кого-то это будет в виде СМС или какой-то звонок. Или все же по этой карте вы ждете конкретно письма. Иногда это письмо проигрывается как ожидание денег. Или может свидетельствовать еще и о том, что для кого это актуально, если вами была проделана какая-то прежде большая работа. И это именно ожидание, как и документа, как и денег, где-то тоже у вас в одном контексте совпадает. Так вот, тогда это письмо будет означать точнее, то, что в последующем вы как раз сумеете как-то коренным образом изменить свою финансовую ситуацию, и, скорее всего, вот эти деньги как раз вы получите. Но это еще пока только преддверие. Нам не говорят, по крайней мере, мы посмотрим сейчас еще дальше и дополним Таро. Но как раз то, что у вас получится что-то осуществить, тогда вот этот конверт будет и означать. Какая-то неопределенность вот у вас есть на январь. Вы можете обращаться в высокие инстанции. Это могут быть и чиновники, или представители законной власти буквально. Люди, те, которые наделены, как длинные руки, имеют сферы влияния или имеют какие-то степени воздействия, может быть, на других людей, или имеют возможность договориться с кем-либо, или как-то вам посодействовать. Вы можете обращаться к таким людям. Вы можете для себя прояснять что-то и по закону тоже. Или буквально подписывать, опять же, какие-то важные документы, пересматривать договоры, очень символично. У нас весь период января может быть как пересмотр брачных контрактов, кстати, соглашений по работе, контрактов по работе тоже, или каких-то банковских документов, может быть, налоговых документов. Вот здесь как и банки, так и любая инстанция с учетом вот этого значения корона могут проигрываться. Но и ваша сильная позиция тоже. Несмотря на то, что вы где-то можете быть и как и недовольны сложившимися обстоятельствами, но и с другой-то стороны нет конкретных помех. Вот что самое немаловажное. Правда, вы можете даже не догадывать, у кого-то могла быть прежде ссора, или есть какая-то тревога, получится или нет, у меня осуществить, решить какой-то вопрос, который тоже будет где-то совмещать в себе получение важных либо документов, либо разрешений, либо каких-то согласований. Или перевод отношений на новый уровень. Вам выпадает, вот посмотрите, личная жизнь не на последнем месте. Может быть, это вы какие-то важные разговоры будете проводить со своим партнером, причем так откровенно, искренне, на чистоту, глядя друг другу в глаза. Но значит, это совершенно необходимо сделать, потому что есть, мои дорогие, возможность примириться и как раз вот этот якорь, как фундамент заложить.
новой фазе ваших отношений. Посмотрите, начинается с какой-то, я говорила, неопределенности. Или, может быть, у кого-то разбитого сердца. Или прежней какой-то истории. А здесь или партнер возвращается с новым пониманием вас, вашего союза, ценности ваших отношений. И в конечном итоге семейное счастье, подкова. Тут, правда, вам что-то придется пересмотреть или поменять где-то свои энергии на как раз какую-то лояльность. Или, может быть, вы будете что-то согласовывать, то, что будет касаться вашего имущества, вашего дома. И это как, опять же, какой-то документ или бумага с подписанием в высоких инстанциях. Вот может быть и так. Или поход еще какой-то. Вы будете думать, получится или нет. Но вот я так вижу, у вас получится что-то осуществить. Хотя конечный результат, я так больше вижу, это будет февраль. Нам здесь, по крайней мере, карты не говорят, что вы, ну, до точки решите все вопросы, которые вы себе наметили на январь. Судьба находит выход, но, наверное, этот выход как искусство мелких шагов. Давайте посмотрим, что нам расскажут карты Таро. И первая карта – общий фон энергии для вас, мои дорогие весы, до конца января. Что же это будет? Ох, сразу аркан император. Это может быть конкретный человек, который при власти. По аркану императора идут высокие структуры, высокие чиновники, какая-то система иерархии, которую нам приходится учитывать. Может быть, и вы будете чувствовать, словно стеснены в каких-то, я нахожусь, рамках. Я не могу ни вправо, ни влево. Узкая какая-то траектория или коридор моего следования, можно так назвать. Я не могу или не имею возможности для большого маневра. Есть здесь, правда, какие-то обстоятельства, в которых вы можете находиться, где-то разочарованы, негодовать по этому поводу. И тем не менее, у вас именно таким образом к вам приходит больше определенности. Может быть, что-то сделать по закону. Когда у нас выпадает карта император, мы как раз должны действовать как и по закону, так и по традициям. Может быть, и по менталитету того общества, где вы находитесь. Вот это тоже примите к сведению. И тогда нам буквально и закон помогает, и, может быть, и чиновники помогают не противодействовать чему-то. Больше мы идем по судьбе, нежели мы пытаемся плыть против течения. Здесь, правда, старший аркан будет говорить о том, что есть какая-то как условность или какой-то порядок, регламент, энергии месяца или до конца месяца января таковы, что вам приходится что-то учитывать. Либо буквально чье-то настроение. Это может быть еще и конкретный человек, какая-то важная персона, которая имеет большие возможности. Давайте посмотрим, что же еще. Что же ждать от этого императора? А еще одна какая, посмотрите, прекрасная карта вам выпадает. В колоде Таро всего две карты выбора правильного направления. Это карта Солнца и карта Звезда. Солнце – это 6-8 месяцев, а Звезда – лет 10-20, как по Плутону. Так вот, у вас те вопросы, которые решаются теперь, они как основополагающие для далекого периода вашей жизни. Но еще и по аркану Звезда – как будто вот какой-то контакт очень важный, с важным лицом, будет означать для вас как новое, может быть, направление в жизни, или продолжение каких-то контактов, или то, что вы согласуете, как важные бумаги, это как открытие каких-то возможностей, когда сбываются наши мечты в конечном итоге. Все же аркан Звезда. Новое направление, которое на, опять же, далекий период времени. Для кого-то это новая деятельность, для кого-то переезд по аркану Звезда. Такое тоже может быть. Или вообще новая концепция жизни. Давайте мы спросим. Неожиданные события. Маг. Вы можете столкнуться с какими-то манипуляциями, правда. Вы можете столкнуться с сильными мира сего. Вы можете столкнуться даже с какими-то условиями, когда и вами где-то пытаются манипулировать. Вам это может не нравиться, кстати. Но кто-то из вас будет оценивать именно
собственные рамки, вот правда, есть какие-то ограничения для вас. И вас вот эта какая-то узость возможностей, вы можете не просто быть разочарованными, а вы можете даже негодовать, потому что вам это не нравится, вам хочется больше пространства, а приходится все время учитывать либо закон, порядок, какие-то условия, или то, что люди, которые вам, может быть, оказывают содействие, они делают это как-то по-своему, а вы их где-то не понимаете. Хотя вы сами в таких энергиях, как маги. Вы знаете, я бы сказала, всегда, когда выпадает эта карта, самое главное в себе не сомневаться. Вы можете быть как на волне настроения или под воздействием своих собственных эмоций, а от вас требуется хладнокровие. Маг ведь это кто? Это практик, это большой материалист. Именно поэтому он умеет воплотить свою мечту в жизнь. Он умеет со всеми договориться, он обойти острые углы сумеет. Он сумеет воспользоваться любой возможностью, и даже то, что к нему приходится знаком минус, он переложит в хороший плюс. И вот где-то вам придется использовать иррациональное или рассмотреть другие альтернативные методы ваших действий. И у вас это получится, потому что мы ведь на вас смотрим. Неожиданные события. Вы как раз, может быть, благодаря тому, что вас как жизнь в какие-то рамки ставит, вы открываете самих себя заново. Вы себе открываете мага-волшебника. Вы в себе открываете новые возможности. Посмотрите, мои дорогие весы. У вас 3 старших аркана. Что вам нужно знать или что важно учесть? 4-й старший аркан. Колесо фортуны. Вы на что-то не влияете. И правда, не противьтесь судьбе. Вполне вероятно, что вам придется куда-то быстро собраться, отправиться, поехать, что-то согласовывать, подписывать важные документы или принимать какие-то решения. И если мы поставим что-то на паузу, по этой карте однозначно нам говорят, ты думаешь, что завтра у тебя это получится осуществить, а завтра этой возможности не будет. Держи руку на пульсе. Вот это колесо фортуны. Это еще и символика того, что как колесо оно же вращается. И мы знаем, что оно идет наверх, и это тогда возможности. Но потом неизбежно оно пойдет вниз. Поэтому используйте какой-то удачный момент. Это как окно в будущее. Вот я могу смело сказать. 4-й старший аркан. И достаточно все арканы наиболее чем серьезные. Давайте мы узнаем, в чем же риск. Тогда вот так. А мы все пытаемся либо заняться какими-то мелкими вопросами, или мы пытаемся как-то действовать по-своему, или пытаемся основываться на прежнем опыте. А здесь это все не срабатывает. И 10 жезлов – это тоже завершение. Завершение, может быть, наших прежних каких-то позиций, когда мы действовали определенными методами, а нам уже говорят, да нет, все 4 старших аркана. Тут так не пойдет. Здесь что-то одно очень важное, но именно это как отправная точка будущего. И мы должны закрыть именно какой-то гештальт. Иначе ты никак не можешь взаимодействовать с тем или не видишь эти возможности. Тебя снова и снова словно тянет назад. А тебе говорят, вот эти 10 жезлов, выбрось буквально. Все это не имеет значения. Тут какой-то прежний опыт не сработает. Тут и какая-то прежняя ваша стратегия, тактика, мои дорогие. Весы может тоже, увы, не сработать. Вот в этом риск. А мы можем где-то упрямо, оборачиваясь назад, снова и снова пытаться действовать, как по старинке, скажем так. В чем же еще риск? Вы можете получить какую-то победу или какую-то, это карта победителя, и успокоиться. А вам нельзя успокаиваться. Вам нужно держать руку на пульсе, потому что какая-то маленькая победа будет, правда? У вас что-то будет здесь либо решаться хорошо, либо
Ну, может быть, контакты с нужным человеком будут. Или пусть это даже какая-то прежняя история или ситуация, она у вас может продолжить развиваться в каком-то новом ключе или контексте, с новыми возможностями. И вы можете, опять же, на этом успокоиться, подумать, что, ага, вот сейчас у меня победа какая-то приходит, она как будто у меня в кармане. Ну и все, дальше пойдет все своим чередом. А тут не чередом пойдет, а опять еще что-то будет меняться. Тут какая-то последовательность перемен, которая не одноступенчатая. А это вот эти ступени наверх, каждая ступенька за ступенькой, она должна быть пройдена в каком-то или с новыми энергиями, или с каким-то, с новой активностью, или с новыми методами, с новой стратегией, с новой тактикой. Мы именно можем либо застрять в прошлом, либо на чем-то успокоиться, получив в чем-либо победу и думать, что это конечный продукт или конечный результат. Что вас удивит? До конца января. Вас может удивить конкретный человек, вы сами себе можете удивиться, вы можете удивиться какой-то новости, вы можете удивиться тому, как быстро будет меняться события в вашей жизни. Может быть, от того, как, вот мы говорим, да, известие какое-то приходит, правда, вы получите, ну, может быть, извещение или какое-то письмо, или составите важную бумагу, или откроется какая-то новая возможность, или вы сами для себя новое направление определите, и это будет означать новый жизненный этап. И где-то удивительно тому, что как быстро меняются, может быть, ваши взгляды на жизнь, как быстро меняется то, каким вы были, может быть, еще прежде, полгода тому назад. Вы можете также удивиться тому, какие новые возможности перед вами открываются. И еще один старший аркан. Но вы можете удивиться также, если вы упустите какую-то возможность. Вот. И я тогда скажу, время до конца января уплотняется. Правда, используйте все то, что приходит на ваш порог. Здесь не время бездействия где-то так. Давайте посмотрим, что же вас еще удивит. Правда, праздник какой-то будет. У вас что-то сложится, как минимум одна какая-то задача, один пункт. У кого-то это будет связано с вопросом вашей личной жизни, у кого-то наоборот сфера ваших достижений, у кого-то сфера финансов или какое-то еще событие. То есть вот все начинается с каких-то достаточно неоднозначных энергий и, может быть, для кого-то даже более отрицательных. И жизнь разворачивается совершенно по-другому. А мы можем сидеть и бездействовать, или ожидать, когда к нам прошлое вернется, или что-то из прошлого. Если оно суждено, так оно уже буквально сразу возвращается, или у вас уже на период января, где-то, может быть, первых недель января, к этому есть конкретные предпосылки, или важные какие-то разговоры уже состоялись. И тогда это должно быть продолжено. Тогда и будет какой-то праздник и как обновление. Но искусственно, да, когда мы думаем, что мы берем заново какой-то реванш. Нет, не теряйте времени даром. Тут совершенно в новом каком-то ключе идут новые возможности и праздник для вас. К чему все идет, давайте мы спросим. Пятерка жезлов. Какой-то период вы еще действительно будете проходить, слыша разные новости. Вокруг вас может быть очень много фейков, вы можете сомневаться. Я называю пятерку жезлов карта информационного хаоса, когда что-то не определилось. Не только до конца января вырисовывается у вас, мои дорогие весы, какая-то прямая, четкая траектория. Нет. Жизнь будет снова меняться, и перед вами ставить какие-то новые задачи. К чему все идет? Будьте готовы и на последующий период к неожиданностям, рыцарь жезлов. Будьте готовы и к некоторой скорости. Про скорость я сказала, мы не должны что-то оставить на потом. И по рыцарю жезлов, это тот, который, кстати, предпочитает даже
какой-то драйв, лишь бы не было болота. Вот. У кого-то из вас действительно какой-то последующий либо поездки, либо переезд, либо просто много коротких каких-то дорог, согласований, посещения высоких инстанций или что-то по документам, когда даже одну бумагу в пределах одного учреждения вы не можете оформить, а нужно к этой бумаге еще, может быть, 5. И какие-то согласования. Да, правда, перемещений будет много. К чему все идет? Но вы останетесь довольны, правда. Девятка кубков. Больше даже не тяну карты, потому что по девятке кубков это карта самодостаточности. Видимо, вот такие метаморфозы жизни, они вас как раз и приводят к совершенно иному качеству жизни. Может быть, вы на что-то не решились, но как своеобразный такой толчок волшебный или пендель, извините, может нам судьба давать, потому что мы какое-то время могли застрять в этом прошлом. Мы могли не видеть, что что-то не перспективно или не может служить нашему прогрессу, а здесь помимо нашей воли что-то завершается. Но я также должна сказать, что и будет то, что будет вами продолжено. И, кстати, то, что может быть продолжено, именно по этому поводу у вас могут быть и сомнения. Тут действительно какая-то метаморфоза может у вас произойти до конца января. Поэтому не ставьте перед собой каких-то узких рамок или не говорите «никогда-никогда», потому что жизнь не бывает полностью предсказуема, и вы, мои дорогие весы, в течение января не раз сумеете в этом убедиться. Тем не менее, карту совет давайте я достану. Что же, как карта совет? Смотри в будущее. Вот тут однозначно. Все то, что я говорила, эта карта подтверждает. И это новые горизонты. Для кого-то изучение конкретно, может быть, нового вида деятельности или как возможности, откуда к вам могут прийти деньги. Все-таки жезлы, дела, работа, бизнес и деньги. Или каким образом вы сумеете заработать, может быть, находясь в другом совершенно месте пребывания, такое вполне вероятно. По этой карте могут проходить еще какие-то возможности на последующий период жизни, но теперь именно вам нужно с чем-то определиться. Поэтому человек нам даже показан на этой карте, он спиной к нам стоит. И карта нам уже десятка жезлов тоже говорила, и я озвучивала не раз: не оглядывайся назад, закрой в прошлое дверь. И если даже где-то мы по тройке жезлов, стоит ведь человек, он не бежит никуда, правда? Это имеется в виду какая-то кратковременная пауза, но не для того, чтобы устроить себе глубокую философию на мелком месте, а просто для того, чтобы проверить, все ли я взял с собой в будущее. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы. Буду благодарна вашим комментариям. Вот интересно очень, такой необычный очень расклад. И искренне желаю вам быть счастливыми и любимыми всегда.